Я с горем вспоминаю свое детство. В школе меня дразнили и оскорбляли, называя меня трубочистом. Я знал, что они завидовали мне, ведь я являюсь сыном Бога. Точнее, двух богов. Мои оба папы, Аоши и Акварио, трудились всю жизнь, прочищая трубы друг другу. Все для того, чтобы их сын смог повелевать водой так же, как и они. Как так возможно, спросите вы? Магия воды бывает непредсказуема. Еще в младенческом возрасте я тренировал магию на своей моче. За это я был брошен гнить среди обычных детей в детдоме. Родители стыдились меня, они хотели скрыть тот позор, который я, по их мнению, создавал. Они разозлили меня. Поэтому я решил их убить, потому что никто не должен сомневаться кое в чем. Я сделал это. Потому что я бог, сучка! Всем привет! Надеюсь, вы еще не спелись в ожидании гайда на Рейна, ибо 2021 год уже наступил, и я желаю в нем только самого наилучшего, или когда вы там это видео смотрите. Но наконец мы нашли в себе силы сделать этот гайд, и я напомню вам, это уже второй, предыдущий был на Рэмбо. Поэтому буду ждать ваших отзывов однозначно. Как мы раньше и говорили, Рейн действительно похож на Фуджина. У него очень схожий геймплей. А из тех сборок, которые вы у него соберете, это в основном антизоник вместе с прессингом и контролем средней дистанции. Как всегда, ребята, не хочу пичкать вашу голову кучей информации, поэтому начнем сначала с основ. Поначалу мне показалось, что за Рейна скучно играть, а потом оказалось, что он очень даже веселый. Ситуация прямо как с каналом Стаса. Только здесь веселье чувствуешь с момента прибытия. Да пацаны, где ваши яйца? Ёб твою за ногу, за руку мать, хоть свои достал. Стас частенько перевоплощается в какого-нибудь персонажа на своих стримах. Привет, вот такой глаз себе я сделал, чуть-чуть оторвался, ну да ладно. Помимо этого, Стас делает крутые розыгрыши, турниры и босс-файты. В одном из таких, кстати, я принял участие. Так, стоп, это что, Танос? Я сама неотвратимость. Со Стасом вы отдохнете в МК, обсудите последние новости. Он совсем скоро выпустит свою дебютную режиссерскую версию Лиги Справедливости. Ну и, конечно, посмеетесь. Ха-ха, я еще языком, братиш, вот так умею делать, вот так. Также не забывайте ставить лайки, вот подписываться и дергать за колокол, чтобы, как говорится, и Арманчику, и мне было приятно. Ссылочку на канал Стаса я оставил в описании и в комментариях под видео. Потому что я бог, сучка! Мобильность Рейна — это его сильнейшее оружие. Рейн — это самый быстрый персонаж в игре. И одна такая мобильность автоматически может сделать Рейна одним из самых сильных персонажей. Вы знаете, что Mortal Kombat 11 — это про броски. Имея такую мобильность, Рейн может очень легко выходить на ситуацию, где он начнет атаку либо ударом, либо броском. Это миксап. Апперкот у Рейна 10-кадровый. Это достаточно медленно, но в принципе со своей задачей справляется, хоть и нестабильно. Другой разговор, что этот апперкот используется в комбах, и это уже другое дело. Тычка вниз 1 у Рейна самая обыкновенная. 7 кадров, при этом анимации воды какой-нибудь интересной тоже нет. Обычная тычка. Как и вниз 4. Во-первых, она 11 кадров, еще и минус 9 на блоке. Я бы не рекомендовал ее использовать. А вот вниз 3 это уже другой разговор. 10 кадров, отличная дистанция, минус 7 на блоке. Используется как для атаки, так и для защиты. В общем, отличная тычка. Еще и анимация классная. Ну, подсечка это, ребята, подсечка. Ну, что мне еще сказать про это? 12-кадровая подсечка с хорошим пушбэком. Все.
Давайте перейдем теперь к уникальным атакам Рейна. У него их 4, при этом 2 из них используются в комбо. Это тройка и четверка. А 2 остальные используются для контратаки. Это вперед 4, вот такая волна, и вперед 3, двойной удар ногой. Причем что вперед 4, что вперед 3 мы будем использовать достаточно часто, потому что это отличный инструмент для контратак. Удар рукой после короткого прыжка у Рейна обыкновенный. 9 кадров, это не так уж и быстро, при этом дистанция короткая. Другой разговор — удар ногой. Это самый длинный квикхоп в игре, но при этом достаточно долгий, 13 кадров. Вейкап атаки у Рейна одни из лучших в игре. Вверх 3 достает очень далеко, да в принципе как и вверх 2, позволяет закомбить с большой дистанции. В общем, сладкие вейкапы. Прыжки у Рейна очень хорошие. Рейн делает сальто, что позволяет увернуться от большинства снарядов, а удар ногой пришел прямиком из Инжастиса. Рейн бьет спиной, то есть задевает ногой, даже когда Рейн не повернулся лицом к оппоненту. Удар двойкой в воздухе отлично подойдет для напрыжек. 9 кадров, при этом хорошая фреймдата на блоке. Удар однеркой же создано для выигрыша воздуха. 7 кадров и отличный хитбокс позволит выиграть вам любой воздух. При этом, если вы научитесь двигаться мобильно, вы сможете сделать так, чтобы вас невозможно было перебить в воздухе. Что касается бросков, это отдельная история, мы про это еще не раз поговорим. Броски — это самое сильное оружие Рейна наряду с мобильностью. У вас часто будут возникать ситуации, где вам нужно будет прямо спамить этими захватами, потому что иногда Рейну в принципе больше и нечем-то раскрыть. Броски — это самое сильное оружие Рейна вместе с мобильностью. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. То, что ты пидор, ёпта. Может, и пидор. Еще на бросках есть Crashing Blow, условия которого нужно, чтобы противник неправильно порвал бросок. Сокрушительный удар на бросках, кстати, действует в обе стороны. Переходим к основным сериям. Серия 1-3-3. Это быстрая серия из 3 ударов, которые можно использовать в комбо. При этом под последним ударом можно присесть без блока, поэтому нужно использовать эту серию аккуратно. В некоторых вариациях вы сможете закомбить после этой серии. Серия 1-3-4 имеет другой последний удар, который бьет сверху. Однако и здесь безопасно остаться не получится, есть дырка для чистого блока. При этом второй удар отменяется спецприем. Если у вас есть волны, вы можете делать миксапы. Либо бить сверху, либо бить снизу с помощью волн. Одиночный удар, кстати, хороший. Во-первых, 7 кадров достаточно быстро, а во-вторых, всего минус 3 на блоке. То есть отличный прессинг-инструмент. Этакий стаггер. Серия назад 1.4 очень крутая. Обычная версия безопасная, при этом вы можете поменять сторону или вовсе задержать и поменять сторону. В общем, около 4 опций. Однако лишь одна опция безопасна. Это без задержки и без смены стороны. Если вы меняете сторону, будет дыра для чистого блока. И неважно, задержали или нет. Однако задержка поможет вам сбросить тайминг противнику, чтобы он не смог сделать чистый блок вовремя. Стоит еще сказать, что если сделать чистый блок первого удара, то вы не продолжите в стринг. Но, честно говоря, кто будет делать чистый блок первого удара? Просто назад 1 как стаггер — это отличный инструмент. Всего минус 5 на блоке и подходит для прессинга. Также назад 1 используется во многих комбо. Серия 2-4-2 захват. Эта серия используется для того, чтобы заканчивать свои комбинации. При этом оставляет противника достаточно близко, что позволит прессить дальше. На блоке захват у вас не вылезет, при этом будет минус 9 на блоке, то есть вас за это накажут. Однако серия из 3 ударов отменяется спецприем, можно использовать в качестве наказания. При этом сделать 2 удара вы не сможете, вы делаете либо 1, либо 3. То есть вот такая интересная серия, при этом второй удар все равно можно отменить спецприем. При этом на блоке минус 5, но с быстрым восстановлением, в качестве стаггера подойдет. Вы делаете двойку и дальше захват, или двойку и дальше средний удар. Есть еще вот такая серия, 2-4 вниз 4, но честно говоря особого смысла я в ней не вижу, особенно прожимается тяжело. Серия назад 2-1-2 это наша основная серия.
Это быстрая средняя серия из 3 ударов. Отталкивает противника так далеко, что Рейн не всегда отдает свой ход. Вы даже можете наказать противника иногда за попытку взять ход. Однако у данной серии есть дыра для чистого блока, поэтому используйте эту серию чаще, когда у противника нету метра для чистого блока. Но самый сок эта же серия, но из 2 ударов, потому что она безопасна на блоке, отменяется спецприем для большего комбо, и вообще это наш мидовый комбо-лаунчер. Он еще и как прессинг-инструмент подойдет, противники ожидают 3-й удар и не успевают среагировать. И да, эта серия короткая, но если вы освоите Wave Dash и как мобильно двигаться, вы сможете сделать эту короткую серию длинной. Рейн это как пылесос между ног, делает все длиннее. Одиночный удар имеет минус 8 на блоке, для прессинга, честно говоря, не очень подойдет, но несколько раз можно так противника проверить, забросав, например, или сделав что-нибудь типа среднего удара. Серия вперед 2, вниз 4. Это, можно сказать, альтернатива предыдущей серии, но она более длинная, при этом отнимает, конечно же, меньше урона. Но опять же, оно длиннее и безопасно на блоке. И, кстати, на промахе наказать достаточно тяжело, потому что Рейн пригинается под высокой атакой. Вперед 2 захват — это вот такая серия, при этом вы ее можете продолжить в 4. Тогда Рейн отбросит противника назад. Или можете не продолжать и не менять сторону. При этом в спецприем вы отменить эту серию не сможете, а фотоблоу почему-то сможете. И да, на ней есть сокрушительный удар, и действует он, если вы сделаете контратаку. То есть этот прием еще хорош для контратак. Одиночная атака — это средний длинный удар, при этом отменяется спецприем. Если вы возьмете какие-нибудь молнии или волны, вы можете делать больше урона. Больше урона, чем если вы сделаете вперед 2, вниз 4. Последняя серия Рейна назад 3-4 особо ничем не примечательна. Низкий удар, бьет по ногам и работает в качестве контратаки. Одиночная атака отменяется в спецприем, при этом это лоу. Как прессинг инструмент никуда не подходит, минус 10, еще и наказать вас за это смогут. Первый базовый спецприем — это бросок Катара. Это лучший спецприем Рейна. Это не просто зонинг инструмент, это быстрый прожектайл, который поможет нам контролировать выпады противника вперед или назад. Иными словами, этот спецприем помогает нам контролировать нейтрал, а для Рейна это очень важно. Сам спецприем можно усилить, и тогда он нанесет 90 урона вместо 60, а также станет средним ударом, то есть присесть без блока не получится. Катар можно усилить, даже если обычная версия уже попала по противнику. Это нанесет даже больше урона. Следующий спецприем — это нырок Аргуса. Завершитель комп для Рейна. При этом имеет усиленную версию. После усиления вы можете выбрать, какую сторону выбрать. Оказаться справа или оказаться слева. Этот прием схож на полет Рейдена и имеет даже такой же Crashing Blow. Нужно пролететь большую дистанцию. Отличный спецприем, которым вы можете заканчивать большинство своих комбо-атак. При этом очень важным аспектом является то, что это Armor Break. Ломает броню, и при ломании брони вы получите Crashing Blow. Следующий спецприем называется Мощь Гейзера, но на самом деле это Roundhouse Рейна. Его классический мув теперь имеет другую анимацию. Это комбо-лаунчер Рейна. При усиливании выводит на комбо. Что еще нужно, в принципе, знать? Ну, разве только то, что после этого комбо-лаунчера урон не такой большой, как после остальных. Но об этом позже. Последний базовый спецприем Рейна — это вот такая аура. Честно говоря, она, конечно, парирует все, что только можно. И вы даже сможете иногда наказывать своих оппонентов. Восстановление все же слишком долгое для парирований. Если вы хоть чуть-чуть не угадаете, ваш противник вас за это накажет. Ну что, какие выводы мы можем сделать по Рейну после того, как мы посмотрели его базовые приемы? Очень быстрая мобильность, при этом достаточно короткие удары. Сокрушительный удар на 2 бросках в разные стороны. В спецприемах есть комбо-лаунчер, отличный прожектайл и комбо-эндер. Это получается универсал всем арсеналом. Зонить он сам не может, при этом не боится особо зонинга. У него хорошие средние удары, но они достаточно короткие. Если добавить к этому броски, то в принципе можно прикинуть, как примерно играется Рейн.
Это явно прессер универсал с упором на броски. Его очень быстрая мобильность позволит быстро приблизиться к противнику в упор и сделать бросок или какой-нибудь средний удар. Из тех сборок, которые можно на него собрать, это, честно говоря, совсем разные персонажи. Можно собрать персонажа с огромным уроном, при этом пожертвовав немного универсальностью. Собрать персонажа Зонера, да, можно собрать Рейна Зонера, но я не знаю, есть ли в этом смысл. Или и вовсе улучшить имеющийся прессинг, который есть у Рейна. Я достаточно долго изучал все сборки Рейна и рассматривал, какие потенциально будут лучшими в игре. И давайте посмотрим, что из этого получилось. Потому что я бог, сучка. Чао, кари сеньоре сеньори, как говорится, вот такая таблица у нас имеется. Слева вы видите базовые спецприемы, которые есть по дефолту, то бишь по стандарту у Рейна в любой вариации, если у вас не экипирован какой-нибудь кастом прием, заменяющий этот спецприем. Справа, как вы поняли, это кастомки. При этом здесь нет одного кастомного приема, потому что он не используется в соревновательной игре. Итак, давайте, как в прошлый раз, соберем спецприемы, которые заменяют имеющиеся у Рейна по стандарту. Опять же, для чего? Потому что такие спецприемы должны быть лучше, чем стандартные, иначе какой смысл их экипировать, если стандартные, например, не занимают слот и будут лучше. Таких спецприемов у нас 4. При этом каждый из этих спецприемов заменяет разный базовый спецприем. Шары из воды заменяет наш лучший спецприем бросок Катара. И вот это большая проблема. Спецприем очень неплох на самом деле. Это прожектайл, с которого вы можете комбить на любой дистанции, при этом швырять противника назад, вперед, вверх, вниз. Опций очень много, но опять же, заменяет наш лучший спецприем. При этом урон с комбо увеличивается, если мы используем шар из воды, но комбы достаточно сложно делать оптимальные. Чтобы урон действительно хорошо увеличивался, нужно делать комбы с апперкотом, а это дропается. Стабильно делать эти комбы будет очень тяжело, а без этих комб вы будете наносить всего лишь на 3-4% больше, чем ваши стандартные комбинации. А я вам еще раз напомню, вы заменяете ваш лучший спецприем бросок Катара. Этот прожектайл летит гораздо дольше, 17 кадров стартапа, при этом 5% всего наносит. Вы будете проигрывать любой размен, но при этом ваш урон с комб сильно увеличится. Другой разговор — квантовый разлом. Он заменяет парирование. Квантовый разлом позволяет поглотить любой снаряд. Это антизонинг и одновременно зонинг инструмент, потому что за квантовым разломом вы можете пускать свои снаряды и не бояться проиграть размен. Это очень эффективный спецприем, который помогает Рейну играть нейтрал еще сильнее. Усиленная версия стоит чуть дольше. При этом сам Рейн быстрее восстанавливается. Этот спецприем значительно улучшает нейтрал персонажа, потому что он перестает бояться зонинга совсем и при этом сам может иногда позонить. Гидроподъем — один из самых часто используемых спецприемов. Этот комбо-лаунчер заменяет раундхаус, при этом отнимает на 4-5% больше, чем комбы с этим же раундхаусом. И казалось бы, этот спецприем один из самых лучших, да? Ведь это не просто комбо-лаунчер, но еще и инструмент для прессинга. Вы действительно можете прессить с помощью этого спецприема до посинения. Но оказывается, не все так просто. Вы можете выбирать направление гидроподъема, либо назад, либо вперед, либо на месте. Но все в основном комбят именно вперед. И вы можете заметить, что несколько фонтанчиков вылезает. 2 спереди и 1 сзади. Люди пока не знают, как правильно блокировать, и эти фонтанчики дают Рейну преимущество. Посмотрите на фреймдату, если оба фонтанчика попадают. Минус 21 на блоке. А теперь посмотрите, если один не попадет. Минус 29 на блоке. То есть, казалось бы, Рейна нельзя перебить, но если вы заставите его фонтанчик промахнуться, то все-таки сможете это сделать. Как? Просто блокируйте сидя. Конечно, не у всех есть хороший апперкот, но у тех, у кого есть, вы сможете перебить, а те, кто не могут, может сделать чистый блок. Следующий спецприем — это квантовые разломы. Квантовые разломы заменяют нырок Аргуса, то есть достаточно хороший спецприем, который является еще и армор брейком. При этом сами квантовые разломы — это прожектайл, который не достает на полный экран, но безопасно на блоке при усиливании. Очень хороший инструмент для разводок. На блоке, кстати, отталкивать так далеко, что противник не сможет даже забрать свой ход. И иногда вы сможете даже наказывать так противника. Однако есть небольшая проблема. По блоку она не гарантирована. Можно присесть без блока.
Итак, что у нас пока что получается? А пока что получается неплохой баланс. Все 4 кастом-мува заменяют имеющиеся базовые, и все они разные. Шар из воды заменяет наш лучший прием бросок Катара. Обычные комбы с этим шаром делать сможет любой желающий, но при этом оптимальные комбы будет делать очень тяжело даже для про-игрока. При этом вы теряете очень хороший прожектайл, у вас ухудшается зонинг и контроль нейтрала. Я спрашивал у различных игроков за Рейна, в том числе и МК Азербайджана и Соловина, насчет этого шара, и мы склонились к выводу, что оно того точно не стоит. Как говорится, auf Wiedersehen, или если по-русски, в помойку. Квантовый разлом — это уже другой базар, он заменяет в принципе бесполезный прием испарения и улучшает наши обилки в зонинге и антизонинге. Гидроподъем — это улучшенный комбо-лаунчер. Он отлично подойдет новичкам и особенно против новичков, которые не знают, как правильно защищаться от этого приема. Квантовый порез — это прием, про который я пока что не могу ничего сказать. Он хорош, но он будто наравне с нырком Аргуса по силе, при этом занимает слот. Давайте пока отложим. Пурпурная боль — это молния, которую вызывает Рейн, и этот прием занимает 2 слота, и это может быть его проблемой. Не поймите неправильно, молнии крутые, они лаунчат противника при усилении, дают хороший плюс на блоке и на хите тоже. Просто это сетап-инструмент. Сетап-инструмент, занимающий 2 слота, это, конечно, редкость, и мало где это используется. Молнии эффективны, они помогут вам делать разные установки, но это так сложно, честно говоря, и это занимает 2 слота, очень дорого. Но при этом ни в коем случае нельзя сказать, что этот прием плох. Он требует очень крутого знания игры и в потенциале может быть очень эффективен. Но, честно говоря, я, например, ленивый игрок. Мне такие вещи брать, честно говоря, не хочется. Отбойное течение — это вот такой рестенд спецприем. Этот прием используется для того, чтобы заканчивать комбо 100%. То есть вы оставляете противника на ногах после своей комбы и можете продолжить с помощью этого прессинга. Такие приемы всегда будут эффективны, но другой вопрос — эта штука занимает слот. Драгоценнейший слот ради приема, который просто поможет вам заканчивать комбо и продолжать прессинг. Мне просто кажется, что оно того не стоит, потому что есть кое-какие еще приемы, которые, по моему мнению, эффективнее. При этом, понятное дело, данный спецприем на блоке наказывается минус 18, но если вы сделаете дальше, будет уже минус 8 или минус 5. Одним из таких спецприемов, который как раз по моему мнению лучше, чем предыдущий, это вот ладонь гейзера. Это 9-кадровый антиэйр, который ведет на комбу. Если взять ладонь гейзера, вы можете комбить после 1-3-3, причем комбить нормально на большой урон. То есть ваши наказания станут легче, если вы экипируете ладонь гейзера. Но у этого гейзера есть одна небольшая проблема. Несмотря на то, что 9 кадров это достаточно быстро, вы можете заметить, что Рейн не пригинается под напрыжками. Это означает, что в онлайне эти антиэйры будут работать не так хорошо. То есть вам проще иногда даже апперкот делать вместо ладони гейзера. Но другой разговор будет в офлайне. Вот в офлайне этот прием станет еще сильнее, когда вы сможете стабильно антиэйрить вашего врага. Потому что у вас не будет никакой задержки, и ваши 9 кадров это 9 кадров, а не 12. Следующий мув — это мой любимый гидроплан. Это вот такой водяной бэкдэш. При этом его можно отменять, его можно усиливать для большего урона и для того, чтобы Рейн дальше мог скользить. И кто про-игрок знает, что на этой штуке есть Option Select с хит-конфермом. Но вам пока это знать не обязательно. Гидроплан в особенности хорош после тычки. Вы делаете тычку и как бы гидроплан, и получается тычка бэкдэш. Неплохо. При этом гидроплан можно использовать как прессинг-инструмент за счет отмен. Здесь есть еще и Crushing Blow, условия которого задержать гидроплан. Следующий спецприем — это вот такие волны. Поначалу может показаться, что это один из лучших спецприемов Рейна, потому что это не только прожектайл, но и прессинг-миксап опция, которая позволяет обезопасить все свои серии. При этом эти волны хорошо ловят еще и воздух. Волны также улучшают нейтрал персонажа, постоянно раскачивая противника, можно этими волнами не давать делать ему выпады вперед. При этом, как и миксап опция, тоже годится. Однако нужно спросить себя еще раз, обезопасить какие серии вам нужно? Разве у вас нету аналогов, которые безопасны, например, вперед 2, вниз 4, или назад 1, 4? Этот спецприем хорош, но миксапы не настоящие, опытный игрок сможет блокировать и оверхед, и лоу. На начальном этапе игры за Рейна этот спецприем очень хорош, но у Рейна всегда есть альтернативы, поэтому обязательным этот спецприем я назвать не могу. Итак, что у нас в итоге осталось?
Остался у нас последний кастом мув — Эденийская мощь. И Эденийская мощь — это единственный прием, который изменяет имеющийся, а не добавляет или заменяет. По сути, Эденийская мощь позволяет использовать нырок Аргуса в воздухе. Как раз многие говорили, что этот прием похож на полет Рейдена. И так оно и есть, по свойствам практически то же самое. Можно быстро передвигаться по воздуху и доходить так до оппонента. Еще есть воздушная аура, то есть мы можем использовать воздушную ауру в воздухе. Эденийская мощь понятна, в воздухе можно использовать как Armor Breaker или в своих комбо. Водяная аура же годится скорее только как разводка, например, чтобы развести на апперкот. Но зачем, не знаю. Ну так что мы имеем? Вроде ничего особенного Эденийская мощь нам не принесла. Но помните прием квантовый порез, который я отложил в сторону? Вот здесь начинается самое интересное. Если взять одновременно квантовый порез и Эденийскую мощь, то кастом мув Эденийская мощь выглядит уже совсем по-другому. Эта связка превращает Рейна реально в бога. Потому что я... Вот такие молнии появляются, если взять Эденийскую мощь, то есть молнии в воздухе. Причем можно выбирать направление, либо горизонтальное, либо диагональное. И диагональное — это этакий дайв-кик. И вот тут начинается полная жара. Помните, я вам говорил, что обычные молнии не гарантированы после серии, и можно присесть без блока. Но если вы сделаете диагональную, воздушную, это будет гарантия. При этом 4% гарантированного урона в блок. А если у вас еще есть квантовый разлом, то вам открывается сокрушительный удар, если вы 2 раза отразите снаряд. При этом разломы не всегда отдают ход и отбрасывают Рейна на удобную для него дистанцию. Чуть ранее я вам говорил, что скорость обычной молнии составляет 24 кадра, и это достаточно медленно, можно среагировать. Но если освоить очень крутую и сложную технику инстант, то ваши молнии становятся со скоростью 11 кадров. Мало того, что это очень быстро, так это еще одновременно антизонинг инструмент. Прием типа убийства нейтрала, гарантированный 4% в блок, на котором еще есть крашинг блоу с огромным уроном. И это то, что у нее еще есть горизонтальная версия. Это не просто лучший спецприем Рейна, это вообще один из самых лучших инструментов в игре. С этими молниями вы шлете нафиг всех зонеров в игре, и Цитрион, и Шансунга. Итак, пора делать выводы. Друзья, не забывайте, что вы вправе иметь свое мнение и свои сборки. Ну а я вам хочу донести свое мнение и мнение МК Азербайджана, одного из лучших игроков мира, который играет за Рейна. У Рейна есть 4 спецприема, которые заменяют имеющиеся базовые. Шар из воды занимает 2 слота и заменяет бросок Катара, один из лучших спецприемов Рейна и единственный его нормальный прожектайл. Он достаточно прост в использовании и отнимает очень хороший урон, если делать крутые комбы. Но при этом вы теряете нейтрал, вас будет легче зазонить из-за того, что у вас нет нормального прожектайла, но у вас будет очень хороший урон, который делать, однако, очень тяжело. Как мы выяснили, комбы с апперкотом дропаются очень часто, особенно в онлайне. Делать стандартные комбы, которые отнимают всего лишь на 3-4% больше обыкновенных, не даст вам большой эффективности. Не забывайте, вы теряете бросок Катара, вас уже легче зазонить. Поэтому хоть и для новичков этот прием хорош, но я бы его не рекомендовал, ибо есть приемы гораздо эффективнее. Гидроподъем — это альтернативный комбо-стартер Рейна. Вы теряете мощь гейзера, но при этом получаете гидроподъем, и гидроподъем действительно лучше, чем мощь гейзера. Во-первых, ваши комбо отнимают на 3-4% больше, чем через мощь гейзера, а во-вторых, кто не знает матчап, тот не сможет наказывать гидроподъем, и вы сможете даже прессить через него. То есть гидроподъем — это действительно один из лучших инструментов для новичков и против новичков или средних игроков. Квантовый разлом. Поначалу я думал, что он бесполезен, ибо Рейна я не думаю, что кто-то сможет зазонить. Но дело даже не в зонинге, а в контроле нейтрала. Поставив вот такой квантовый щит, вы сможете спокойно двигаться, бросать свой катар, не бояться, что противник вас может перезонить. В общем, очень сильно улучшает нейтрал персонажа. Квантовый порез, как мы поняли, действительно хорош в связке с Эденийской мощью. При этом, если еще взять ранее сказанный квантовый разлом, то у вас открывается еще и крутой сокрушительный удар. Диагональные квантовые порезы в воздухе, особенно мгновенные, то бишь инстант, во-первых, позволит вам постоянно гарантированно наносить
4% урона в блок и оставаться в безопасности, полностью заставляет вас диктовать игру, а противника играть вторым номером минимум. А это нам очень важно, чуть позже я объясню почему. Иными словами, мы еще сильнее улучшаем нейтрал Рейна, помимо того, что у него и так он сильный за счет его мобильности. Но, как и в случае с командными бросками, у этого приема есть существенный минус. Не все смогут делать мгновенные молнии в воздухе. Это требует хорошей наигровки. Я как проигрок могу это делать, но вам будет сложно. Если вы не боитесь испытаний, то тогда можете брать. Если же вы сомневаетесь, то эденийская мощь в связке с квантовым порезом не для вас. Отбойное течение, как мы выяснили, не стоит одного слота. Приемы, оставляющие на ногах, это хорошо, но недостаточно. Хотя бы был бы больше плюс, а не всего лишь плюс 4. Другой разговор — это ладонь гейзера. Очень крутой антиэйр, комбо-лаунчер, который в полной мере раскроется еще и в оффлайне. Плюс для новичков хорош, кто хочет наказывать через 1.3.3. Пурпурная боль, как мы ранее сказали, это хороший инструмент. И как сказал Соловин, это не раскрытый прием. И действительно это так. Нужно будет потратить кучу времени, чтобы понять, как правильно и эффективно использовать эти молнии. Тем более они очень дорогие, 2 слота. Гидроплан и приливная волна в целом достаточно одинаковые по силе. Я бы выбрал для себя гидроплан для более хорошего прессинга, а новичкам я бы посоветовал приливную волну для миксапов и более хорошего нейтрала. Ну что ж, давайте соединим все, что мы получили, и посмотрим, какие сборки нам удалось собрать. Вариация «Господь Бог» говорит уже сама за себя. Эденийская мощь и квантовый порез включают вам воздушные молнии, а квантовый разлом дает вам еще и крутой крашинг блоу. Эта вариация в полной мере еще не раскрыта, но потенциально она лучшая, которая есть у Рейна, по моему мнению и мнению МК Азербайджана. Вариация «Сынок» — лучшая стартовая вариация. Здесь также у нас есть воздушные молнии и гидроподъем. Пока люди поймут, как наказывать гидроподъем, пройдет куча времени, можно этим воспользоваться. Крутая вариация, особенно против тех, кто не лабил матчап. Вариация «Сосочек» — лучшая для новичков. Убираем нафиг молнии, потому что их еще и сложно нажимать. И добавляем легкие конфермы, миксапчики и хороший урон. Что еще надо для похода в комбат-лигу? Думаю, ничего. Если вы, конечно, отчаянный парень, то можете взять вариацию «Мазохист». Вам потребуется куча времени, чтобы понять, как работает пурпурная боль. И если вы все-таки поймете, вам это будет доставлять крутой кайф. Больно и кайфово, так сказать. Не забудьте взять квантовый разлом для сетапов. Вариация оффлайн гад заставит вашего противника сидеть на корточках на протяжении всего матча. Ваши молнии перекроют противнику кислород, а он даже прыгнуть не сможет, потому что тут же влетит в ладонь гейзера. Очень крутая вариация для использования в оффлайн режиме. Потому что я бог, сучка. Комбо. Ваши любимые, вроде как. Как всегда, я скажу одно. Есть ли смысл мне показывать вам 100 тысяч миллионов комб, если вы их даже не будете использовать? Я думаю, нет. Поэтому для каждой вариации я подготовил всего пару комб, которые вы точно будете использовать. Погнали! Стандартная комбулька после 1.3.3. Основное комбо в первой вариации. В конце мы не используем комбо Эндер Рейна, потому что нас могут за это наказать. Будем играть надежно. Либо используйте, когда у противника нет защитного метра. Наш способ отнимает столько же урона и позволяет засейвиться. Если такую комбу вам делать тяжело, сделайте попроще. Просто без назад 1. После напрыги ногой все точно так же. Парочку комб после КБ. Точно такая же, но с метром. Комба после КБ от молнии. Точно так же, но с метром. Ну и, конечно, комба с Fatal Blow. Во второй варе у нас гидроподъем. Вот такая комба. Похожа на комбу из предыдущей вариации, не так ли? Комба после КБ с метром. В углу с гидроподъемом много комб. Тестируйте на разных персонажах. Некоторые комбо могут не работать на определенных бойцах.
Вариантов комп много. Я показываю вам свои, вы можете делать свои, более легкие. В третьей варе у нас комбы точно такие же, как и в предыдущей варе, за счет гидроподъема. Однако здесь у нас есть ладонь гейзера. Такая же комба, но со сменой стороны. Комба с КБшечки. И не забывайте, что в этой вариации у нас есть Armor Break, поэтому отменяйте иногда в пузырь раньше. После антиэйра очень простецкая комба. В четвертой варе комбы точно такие же, как в первой. Однако после усиленных молний вот такая комба будет оптимальной. Если комба сложная, сделайте вот такую. В углу что-то типа такого, можете оптимизировать сами. Последняя вариация использует точно такие же комбы, как в вариации 1 и в вариации 3. Потому что я бог, сучка. Вот мы и перешли, по сути, к основному. Тому, как правильно все-таки играть за Рейна. Перед вами матч из новогоднего турнира Гриндена между одним из лучших игроков СНГ и мира МК Азербайджаном и его соотечественником Дамастиром. Ссылочку на турнир, кстати, я оставил в описании. Играя за Рейна, как и ранее было сказано, его основное оружие — это мобильность и захваты. Двигаясь очень мобильно, вы сможете диктовать игру первым номером. И действительно, Рейн один из таких персонажей, у которого есть все инструменты для того, чтобы навязывать свою игру. Недостаток Рейна заключается в том, что его удары очень короткие. Однако с помощью быстрой мобильности вы нивелируете этот недостаток. Это один из немногих персонажей, у кого есть такая способность быстро двигаться. Это настоящий универсал с большими возможностями для сборок. Однако все эти сборки будут лишь бонусами к тому, чем действительно играет Рейн. К мобильности и захватам. И имея такую мобильность, есть только одна тактика, которая будет максимально эффективна. И поговорим мы про нее после того, как послушаем МК Азербайджана и его мнение про Рейна. По мне, Рейн очень интересный персонаж. Когда вот этот чар вышел, и я начал за него играть, я понял, что у этого персонажа все есть. Я бы сказал, он самый разнообразный персонаж в игре. Может играть в стиль зонинга, рашдауна, антизонинга, и все это возможно делать, используя разные вариации. Такого в Mortal Kombat 11 вообще никогда не видел, и это мне очень нравится. Например, скажем, Рейн против Героса играет, против, не знаю, Кабале играет и против Джейда играет. Против Героса ты не будешь брать Quantum Rift, так как у Героса проджектайла нет, а против Кабала наоборот, ты должен брать Quantum Rift, так как у Кабала только один проджектайл. Против Джейда гейзера брать тоже бесполезно, так как аура делает его неуязвимым против гейзера. Ты должен использовать Wave Dash не только потому, что это Wave Dash. Это как с Flawless блоком, многие стараются Flawless блочить все и при этом ухудшают свою игру, только потому, что это выглядит типа, не знаю, скиллово или круто. С Wave Dash то же самое. Многие его используют только чтобы побыстрее подходить к оппоненту и побыстрее умирать. Ты должен использовать скорость Рейна, чтобы контролировать нейтрал лучше. Или заставлять противника выпать гораздо больше. Мой совет новичкам: если вы любите хорошего дамага или пассивную игру, то этот чарт не для вас. А наоборот, если вы любите хорошую мобильность и играть разнообразные стили, то этот персонаж для вас. Да, действительно, использовать мобильность Рейна нужно по уму, это не просто мобильность для мобильности. Я должен вам напомнить снова, что Mortal Kombat 11 это про броски. Если у вашего персонажа нет миксап опций, вы должны использовать броски как можно чаще. И такая мобильность как раз будет нам помогать. За Рейна вам нужно постоянно раскачивать своего противника, сделать ваши движения максимально непредсказуемыми.
Прессинг опции Рейна не так хороши, как вы думаете. У него не лучшая фреймдата на его ударах. А игра на вставание является очень важным аспектом игры за Рейна. Повалив противника на землю, не спешите сразу атаковать, подождите пока он встанет и решайте, делать средний удар или бросок. Так вы будете менее предсказуемы и сможете реализовать потенциал в атаке на максимум. Вот, допустим, частая ошибка при игре за Рейна. Азербайджан повалил противника на землю и решил начать атаку средним ударом. Все верно, только он поспешил. Домастир отлежался и средний удар промахнулся. Это позволило Домастиру увидеть, что будет средний удар, и даже не угадывать между броском или ударом. Уже вставая, он понимал, что миксап профукан, и он просто поставил блок. Так для чего же нужно раскачивать противника, постоянно делая рывки? По сути, кроме мобильности, это ведь ничего не дает. Но это лишь на первый взгляд. Посмотрите вот на этот эпизод. Азербайджан раскачал противника и заставил его думать, что он отходит назад. Но тут же разворачивается и делает молниеносную контратаку. Домастир был к этому не готов. Вот как выглядит без замедленного действия. Очень быстро, не так ли? Здесь точно такая же ситуация. Следите внимательно за походкой Азербайджана. Опа! Азербайджан увидел прыжок и встал в блок. При этом посмотрите, какая дистанция между ними. Казалось бы, дистанция слишком большая, чтобы взять ход, но не для Рейна. Домастир не успел приземлиться, как Рейн уже начинал свою атаку. Не все персонажи на это способны. С помощью резких таких выпадов назад-вперед вы зажмете противника и заставите его поставить блок. Потому что Рейн слишком быстрый, он может сделать выпад вперед в любой момент, и вы не успеете даже среагировать на это. А если Рейн еще активно использует бросок Катара, то вы и двинуться не сможете. Давайте посмотрим вот на этот эпизод. Азербайджан в этой ситуации напугал соперника так сильно, что тот сидит в блоке даже на такой дистанции. Как так, спросите вы, почему Домастир сидит в блоке? Да потому что из-за мобильности Рейна плевать какая дистанция, он может сократить ее в считанные доли секунд. А если вы попытаетесь двинуться, то тут же влетит Катар. Но посмотрите еще раз внимательно, почему же Хамид не торопится атаковать? Вот же противник сидит в блоке, подойди ты ударь, ты сделал все правильно, заставил его сесть в блок. Но все не так просто. Да, Хамид заставил противника сесть в блок, это то, что нужно, но и Домастир не дурак. Он знает, что у него нет выбора, и он был готов для контратаки. И это приносит Домастиру хорошую награду. Вот еще разок. Зачем Хамид начал здесь атаку высоким ударом? Домастир не успевал. Нужно было делать серию назад 2-1. Играя за Рейна, не просто бегите на пролом вперед. Вас будут постоянно встречать, и вы будете за это огребать. Проверьте противника на промах, сделайте выпад вперед, а потом резко назад. Посмотрите, что делает соперник. Бросьте Катар. Дождитесь, пока он сядет полностью в блок, и только тогда начинайте свою атаку. Если вы не заставите противника сидеть в блоке, то вы делаете что-то неправильно. Усадите его на корточки с помощью ваших молний, с помощью вашего Катара, выпадов резких вперед, назад. Двигайтесь мобильно и раскачивайте вашего соперника, чтобы он ошибался. Тогда у него не будет никакого выбора, кроме как сесть и ждать ваших действий. И это то, что вам будет нужно для того, чтобы раскрывать противника постоянными бросками и средними ударами. Также не забывайте про атаки на вставании и не долбите противника постоянно в блок. Бросайте даже чаще, чем просто бейте. У вас крашинг блоу на бросках в обе стороны. Не забывайте про это. Наигрывайте, и у вас будет улучшаться понимание. А пока давайте перейдем к разводкам. Потому что я бог, сучка. За Рейна умение мгновенно делать молнии в воздухе иногда является ключом к победе. А быстро двигаться — это обязательно. Учитесь, как это делать, чтобы мгновенно выходить на миксап с бросками или ударами. Имея квантовые порезы, научитесь их прожимать из состояния блока. Так вы будете наименее предсказуемы. То же самое относится и к броску Катара. Катаром вы должны контролировать нейтрал и не давать сопернику двигаться свободно. Проверяйте контратаки соперника с помощью волны вперед 4 или ударом вперед 3. Однако эффективнее всего проверять с помощью вашей тычки вниз 3. При попадании ваша очередь атаковать. Подтверждать воздушные атаки можно в горизонтальные порезы.
Назад 1 в онлайне является неплохим стаггером, можно сделать бросок после. А назад 2-1 в этом плане еще лучше. Ожидая контратаку соперника, приманите его ложным выпадом вперед. За квантовым разломом вы можете наказывать противника своим прожектайлом или даже молниями. Как бы странно ни звучало, но тычка гидроподъем — это отличная разводка. Если противники не наказывают гидроподъем, пользуйтесь этим для прессинга. С помощью волн ловите контратаки соперника. Делайте волны после серии 1-3 для миксапа. Либо же доделайте серию для удара сверху. За квантовым разломом вам будет легче сетапить молнию. Потому что я бог, сучка. Ух, ребята, наконец-то. Если бы вы знали, как тяжело дался мне этот гайд. Буквально каждый день по 5 часов я смотрел, что умеет Рейн и как, блин, за него играть. Но благо вроде разобрались. Не без помощи наших ребят, спасибо им, конечно, огромное. Большая проблема для меня все это в дело найти и понять, как оно работает, а потом все это еще и склеить. В общем, тратя по несколько часов в день на создание этого гайда, я монтировал в общей сложности около 3 минут. Все для того, чтобы, ребята, вам дать хороший и годный гайд. И я надеюсь, он хотя бы немножечко вам понравился. Если так, то обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк, вы очень поможете. У нас небольшое сообщество по Mortal Kombat, и ваша поддержка значит очень многое. А что касается Рейна, я его вылезал с ног до головы, если вы понимаете, о чем я. Мне кажется, на Шансунга я даже столько времени не потратил, но зато я знаю теперь про Рейна почти все. Быстрый нейтрал персонаж AK Fujin, который играет от бросков. Классический такой ниндзя, то, что надо для наших олдов. На этом мы будем, ребята, с вами прощаться. Не забудьте побаловать подпиской на мой канал, а также на канал Никиты Сейдо и Стаса. Мы с вами не прощаемся, впереди Мелина, и кто знает, что ждет нас в будущем. Не болейте, дорогие друзья. Всем удачи и до скорого.